Сегодня мы поговорим о том, какие вложения нужны для получения стартап-визы в Великобритании. Эндорсмент может стоить совершенно разных денег, от бесплатных эндорсеров до очень дорогих. Давайте начнем с вложений, которые вам нужны в стартап-визу Великобритании. Естественно, первое, что нам приходит в голову, это регистрационные сборы. Это совсем небольшая сумма для Великобритании, 378 фунтов стерлингов за рассмотрение вашей заявки. Но небольшой такой подвох в том, что эта сумма одинакова для всех, кто едет с вами. То есть, если вы, например, едете со своим супругом или супругой и вашими, например, двумя детьми, то вам придется заплатить эту сумму в четырехкратном размере, то есть за каждую заявку, которая будет рассматриваться хоум-офисом. Это то, что касается регистрационных сборов. Давайте перейдем к BRP. После того, как вы подаете заявку, вам нужно будет сдать ваши отпечатки пальцев, и вас фотографируют. И это называется Biometric Residence Permit, специальное разрешение, специальный документ, который вам очень нужен для въезда в Великобританию. Без него никуда. Он стоит не очень дорого, всего лишь 20 фунтов за каждого человека, кто его сдает. Но здесь еще кроется такой небольшая хитрость. И, в принципе, достаточно интересный момент – это медицинская страховка. Медицинская страховка вам тоже будет нужна, когда вы выезжаете в Великобританию, и зачастую это как раз-таки является таким камнем преткновения, например, для людей, которые получили визу Global Talent, где можно выбрать, на сколько лет вы приедете в Великобританию до 5. Да, и бывает такое, что люди выбирают меньшее количество лет как раз-таки из-за очень дорогой медицинской страховки. Вам нужно будет ее заплатить сразу за все время пребывания в Великобритании. В год она стоит 624 фунта стерлинга. Если вы, например, едете на 2 года по стартап-визе, то это будет 624 умножить на 2. Но если, например, с вами едут, опять же, жена и двое детей, то за них тоже придется заплатить за 2 года пребывания. И это получается достаточно дорого. Нужно это тоже обязательно учитывать. Но хорошая черта, хорошая сторона этого заключается в том, что для детей младше 18 лет эта страховка немножко дешевле, 470 фунтов стерлингов. Также давайте поговорим об endorsement. Мы знаем, что Великобритания не очень дешевая страна, и endorsement в ней тоже не бесплатный. Я думаю, что вы уже знаете, какие этапы получения этой визы существуют, поэтому не будем останавливаться на том, что такое endorsement. Если вы еще не знаете, что это, то смотрите предыдущие видео, я оставлю ссылку в описании. Endorsement может стоить совершенно разных денег, от бесплатных эндорсеров до очень дорогих, которые попросят вас по 30 тысяч фунтов за 2 года пребывания в Великобритании. Но, в принципе, есть дешевые и даже бесплатные эндорсеры. Но, конечно, это только те endorsement bodies, чьи фасилитаторские программы вы прошли. Если вы прошли фасилитаторскую программу, то для вас endorsement будет очень дешев. Намного дешевле, чем для других заявителей, которых не проходили. Набор фасилитаторские программы происходит обычно, всех по-разному, но обычно в осенью и весной, и длится около полугода в среднем. Это то, что касается дешевых эндорсеров. Если вы не планируете проходить фасилитаторскую программу, то, возможно, нормальной ценой, которую вам придется заплатить, это будет, если они попросят у вас 3000 фунтов сразу, или там 2000 фунтов, 3-4 сразу, и, возможно, от 400 до 800 фунтов в месяц, каждый месяц вашего пребывания в Великобритании. Естественно, вы не платите просто за пребывание в Великобритании, они предоставляют вам какие-то услуги, но ценность этих услуг, естественно, вы оцениваете сами, и каждый эндорсер предоставляет разный набор услуг. Но это то, что касается endorsement bodies Великобритании. И хотелось бы напомнить, что сейчас у нас проходят бесплатные консультации, вы можете присылать структурированный список вопросов, и ваше CV или резюме, или план проекта, который вы хотите подавать, мы обязательно
проконсультируем вас и поможем с выбором страны. И также, если вы еще не подписаны на наш канал, то, пожалуйста, подписывайтесь. Там очень много полезной и важной информации о том, как сейчас работают разные типы ВНЖ. Также напоминаю, что сейчас у нас проходят бесплатные консультации. Если вам это интересно, то, пожалуйста, присылайте нам структурированный список ваших вопросов и ваше резюме, либо описание вашего проекта, и мы с радостью проведем для вас консультацию и поможем с выбором программы и страны.